Это я и моя жена Туи. Путешествия всегда были большой частью нашей жизни. Когда я в пути, я чувствую, как жизнь начинает вновь течь в моих венах. Новые люди, новые культуры, новые места. Однако сейчас у меня есть кое-кто, кто постоянно хочет гулять, есть, играть и очень громко лаять и мяукать. Но я их люблю. Привет, друзья! Меня зовут Сергей, и сегодня я расскажу вам о моих пушистых детях. Когда я познакомился с моей женой Туи, у нее уже были кошки и собаки. Однако сейчас мы взяли еще больше кошек и собак с улицы. Да, я знаю, мы ненормальные, но так сложилась жизнь. Так что можно сказать, что я взял женщину с детьми. Так что сейчас у нас есть 6 домашних животных. Я расскажу вам о них по порядку. Когда сыну было 3 месяца, он прибежал к дому моей жены. Дело в том, что его хозяева хотели его отдать в деревню, где бы его убили на мясо. Сын забежал к ним домой и не хотел возвращаться домой к своему хозяину. Так он и остался жить с моей женой. Когда я с ним познакомился, он мне не доверял. Возможно, это было потому, что он обиделся на меня, потому что я забрал его маму от него. Но теперь он папенькин сынок. Куда я иду, он всегда следует за мной. Люди думают, что он агрессивная и злая собака, потому что, когда он видит других собак, он очень громко лает. Но я думаю, что он просто не уверен в себе. Дома он всегда уступает другим и защищает их. Соседка моей жены всегда брала много кошек. Она держала их для того, чтобы они отпугивали крыс. Однако зимой в Ханое, в центральной столице Вьетнама, очень холодно и часто бывает дождь. Поэтому многие кошки умирали. Туи, моя жена, обычно подкармливала этих кошек, и она также закрывала их от дождя. Но почему-то соседка просила ее этого не делать. И вот после смерти очередной кошки соседка взяла нового котенка. Это была маленькая рыжая кошечка. Соседка видела, что Туи опять подкармливала кошку, поэтому она попросила взять ее к себе до того момента, когда кошка вырастет и будет уже большой. Моя жена согласилась и взяла эту рыжую кошку себе. Она хорошо прижилась у нее дома и отлично ладила с другими кошками. Однако через некоторое время ее пришлось обратно отдать назад этой злой соседке. Рыжая кошка плакала всю ночь, и Туи это слышала, и она не выдержала. Она пошла и забрала эту кошку к себе домой. И она больше не отдала ее соседке. Однако маме моей жены пришлось купить 2 кошки взамен рыжей кошки, чтобы избежать скандала. Рыжая кошка стала жить с семьей моей жены. Она была очень жизнерадостной и игривой, когда у нее были другие друзья-кошки. Однако через некоторое время их не стало, и она начала жить одна. Из-за этого она стала очень застенчива и некоммуникабельна. И ей было очень трудно общаться с новыми кошками, которые пришли потом к Туи.
Сейчас, я думаю, она немного привыкла к жизни с другими животными, но все равно она предпочитает быть одной или все-таки проводить время вместе с моей женой. Встреча с Финном – это была судьба. Когда я нашел его в первый раз, это была парковка от тренажерного зала. И он тогда ходил, но его передние лапы были искривлены, да? Поэтому мне было жалко этого щенка. И когда я встретил его второй раз, он уже не мог ходить, потому что его задние лапы были сломаны из-за аварии. И, конечно, мне было очень жалко его, поэтому я сказал моей жене, что мы должны помочь этому щенку. Тогда мы отвезли его к ветеринарам, но многие ветеринары отказались брать его, возможно, потому что был очень грязный. И мы много времени провели в разных клиниках, и все говорили, что он не выживет, что его состояние очень плохое. Однако, спустя 2 месяца после долгих операций, поездок к ветеринарам, тяжелых моментов реабилитации, он выжил, он снова стал ходить. И это просто чудо. С тех пор он остался жить с нами, и он очень жизнерадостная собака, он всегда носит с собой его игрушку, Иногда он бывает непредсказуемый, потому что, когда он был маленький, у него были травмы психологические. Но, тем не менее, он очень счастливая и дружелюбная собака. Это было время перед вьетнамским Новым годом, и Thuy увидела объявление в интернете о том, что кто-то держит 4 кошки в маленькой клетке и кормит их только одной капустой. И она хотела помочь этим животным. Однако у нее уже были другие кошки, и это было также немало денег, потому что эти кошки были не обычные вьетнамские, да? Это были иностранные кошки. И также это было конец года, и обычно в это время вьетнамцы по приметам никогда не берут новых кошек в дом, потому что это плохая примета. Но, как вы знаете, моя жена, она необычная вьетнамка, и она помогла этим кошкам, она их спасла. Она использовала свои последние сбережения для того, чтобы выкупить этих кошек у этих людей. И одной из этих кошек оказался старый кот. И его так и назвали – Старый кот. Сейчас ему уже примерно 18 лет, и по кошачьим меркам это очень много. Поэтому у него есть проблемы со здоровьем. Однако это не мешает ему каждый день много гулять, иногда даже бегать и хулиганить. Я называю его кот-ворчун, потому что его лицо бывает очень такое сердитое иногда, да, и это очень забавно. Но, конечно, я его люблю, несмотря ни на что. Подруга моей жены позвонила ей и сказала ей о том, что у ее дяди есть собака, которую он хочет отдать на мясо. Она попросила мою жену приютить его. У моей жены тогда уже был сын, и она подумала, что это будет хорошо, чтобы у сына был друг. Когда Тому привезли домой, он очень сильно всего боялся. Дело в том, что его предыдущий хозяин часто его бил, и там также были другие большие собаки, которые над ним издевались. И он никогда не лаял, ни разу. Первые годы жизни с моей женой Тома был все так же пуглив и застенчив. Когда приходили новые люди, он всегда боялся, даже начинал трястись. Вот так. Но сейчас
я могу сказать, что он уже немного адаптировался, и иногда он даже хулиганит, и даже иногда лает. Обычно мы не поощряем такое поведение от наших других собак, когда они лают. Но когда это делает Тома, мы всегда его поддерживаем, и мы даже аплодируем, так говорим: «Молодец, Тома! У-у-у! Так держать!» Маруся – самый новый член нашей семьи. Когда я и моя жена, мы ехали по дороге на мотоцикле, моя жена закричала: «Осторожно!», потому что там на дороге стоял маленький котенок, и я его чуть не сбил. Я проехал буквально в пару сантиметрах от него. Мы тогда развернулись и забрали ее с дороги. Мы начали спрашивать у людей: «Это ваш котенок? Это ваша кошка?» Но никто ничего не отвечал. Люди говорили: «Я не знаю, я не видел». И нам пришлось ее взять к себе тогда. Мы, конечно, не хотели брать, потому что у нас уже было много животных, но, как это часто бывает, когда берешь одно животное, после этого ты не можешь просто его оставить, да, и потихонечку ты к нему приживаешься. Так случилось и с Марусей. Когда мы ее забрали, она была такая крохотная, ей было буквально пару недель. Это имя Маруся дала ей моя мама, потому что она на нее посмотрела и сказала: «О, настоящая деревенская девчонка», да? И она сказала: «Пусть будет Маруся», а мне понравилось, и с тех пор мы ее так и зовем. Она очень активная, она всегда много играет, бегает, прыгает, лазит по деревьям. То есть она никогда не сидит на месте, ну, кроме некоторых дней. Однако есть и проблемы, потому что она очень часто охотится на разных животных. Она ловит мышей, птиц, ящериц. Иногда она даже приносит домой летучих мышей. И поэтому нам всегда нужно ее контролировать. Я знаю, что с большим количеством животных это большая ответственность и много проблем, но я люблю их, они мои дети, и они учат меня быть хорошим отцом. Спасибо, друзья, что смотрели наше видео, надеюсь, оно вам понравилось. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк, если вы думаете, это хорошее видео. И у меня есть для вас вопрос. У вас есть домашние животные? Считаете ли вы их своими детьми, так же, как мы с моей женой? Расскажите, пожалуйста, об этом нам в комментариях. И если вы хотите финансово поддержать мой проект, то вы можете купить мне кофе на этом сайте, или также вы можете стать членом нашего Patreon-клуба, где у вас будут дополнительные материалы, PDF-транскрипции, отдельные MP3-файлы, с которыми вы можете практиковать ваш русский каждый день, в любое время и в любом месте. Спасибо вам большое, друзья. Я желаю вам отличного дня и всего хорошего. Пока-пока.